И сейчас, отделяя эту орхидею от материнского растения, мы отправим ее во взрослую жизнь. Добрый день, друзья! Две маленькие орхидеи растут на пеньках погибших орхидей. Одна из них — лунная серенада. Название другой орхидеи, к сожалению, мы не знаем. И эту орхидею в прошлом году мне прислали из Санкт-Петербурга. Была большая орхидея, но она погибла, и появилась детка от этой орхидеи. Ссылку на посылку из Петербурга и на рассказ об этих орхидеях я оставлю в правом верхнем углу экрана. Про лунную серенаду я тоже много рассказывала, потому что появилась первая детка, детка погибла, через месяц появилась вторая детка, и вот она доросла до такого, не могу сказать, что взрослого состояния, но уже крупная. Хотелось бы пересадить и отделить ее от материнского растения, потому что пенек высокий, он здесь мешает росту этой орхидеи. А петербургскую орхидею пока оставлю в покое, пусть еще подрастет, и тогда тоже покажу пересадку этой орхидеи. Так вот, когда же нужно отделять такую детку от пенька? Ну, первое, на что мы обращаем внимание, это количество листиков. 4 листа. Это уже хорошо. И, конечно, корни. Должны быть хотя бы 2-3 корня размером от 5 сантиметров и больше. Корни желательно, чтобы были растущие. Я здесь вижу 1 корень, 2 корень, а все остальные корни уходят в грунт. И ждать, что они где-то появятся в горшке, но это можно очень долго ждать. А вот здесь, под этими листиками, активно растут следующие корни. И сейчас, отделяя эту орхидею от материнского растения, мы отправим ее во взрослую жизнь. Давайте постараемся извлечь ее аккуратно. Ну вот посмотрим, сколько же она почти за год вырастила корней. И какие корни в горшке были у материнского растения. Всегда очень все боятся вот такого белого налета в горшках. Думают, что это плесень. Чаще всего это не плесень. Вот смотрите, сейчас покажу вам. Вот здесь. Вот видите, такие, как волокна. Чаще всего производитель добавляет какие-то бактерии или грибы, которые растут в симбиозе с орхидеей. И это может быть неплохо. Орхидея, видите, прекрасно растет в таком симбиозе. Вот есть еще корешки длинненькие. Торфяной стакан не мешал орхидее. Не мешал, по крайней мере, этой маленькой орхидее. И торфяной стакан находился прямо под основанием этой орхидеи. Я думаю, что он не только не мешал, а помогал. Удаляем и торфяной стакан, и пластиковую оплетку торфяного стакана. Посмотрите, даже корни материнского растения сохранились в торфяном стакане.
Как же нам поступить? Я сначала отрежу все корни материнского растения, оставлю только растущие и живые корни, ну, они почти все живые, детки, а потом отделю этот пенек. Чтобы было видно соединение, нужно очень аккуратно убрать все старые корни. И даже разделять не надо. Посмотрите, как все прекрасно получается. И детка сама отделилась от материнского растения, материнского пенька. Вот так. Детка, наверное, уже перешла в самостоятельную жизнь. Только мы этого не заметили. Вернее, я этого не заметила. И вот еще нюанс, который хочется вам показать. Где-то здесь зарождалась эта детка. Были первые корни. Вот один, вот второй. Они служили орхидеи какое-то время, потом появились новые, и старые она засушила. Значит, ей было это нужно. Посмотрите, есть прекрасные новые корни. Так что эти корни я отрезаю. Ну что, чудная детка. А вы знаете, что в грунте, помимо коры, половина – это керамзит. Даже садовники начали в посадках использовать керамзит. И не такой красивый, как использую я, мелкий, и совсем мелкие части, любой. И его здесь много. Ломаные кусочки, ломаные части керамзита, прямо битый керамзит. Но его много. Потому что я увидела корни, приросшие к керамзиту. Вот, пожалуйста. Маленький кусочек керамзита. Можно аккуратно снять старый грунт. Но если не отделяется, можно оставить, потому что велика вероятность повредить корень, а это нам совершенно не нужно. Вот кусочек керамзита, который прирос к новому такому толстенькому корню, его я убирать не буду. И даже промывать орхидею не буду. Я ее так и посажу. Но посажу я ее в кору. Все-таки большая часть была коры, хотя можно смешать. А давайте смешаем небольшое количество керамзита с корой. Ведь росла она так и чувствовала себя великолепно. Давайте сделаем точно такую же посадку. У меня есть керамзит. Кстати, такой же колотый. Горшок литровый. Сейчас постараюсь сделать столько грунта, чтобы хватило на посадку.
3 ложки керамзита. И кора. Ультраэффект, фракция 8,13. Вот вы видите, сколько здесь в пакетике. Сравниваю 2 пакета. Может быть, не хватит коры, ну тогда немножко добавлю. Скорее всего, хватит. Детку располагаю по центру горшка и чуть ниже верхней кромки уровня горшка. Листики она все равно будет отсушивать, она же расти собирается, поэтому будут отпадать нижние листики, и по мере ее взросления и роста буду добавлять грунт, чтобы не пересаживать ее каждый год. Хотя, кто ж знает, может быть, она так активно начнет расти, что придется ее пересаживать через год. Стараюсь все корешки засыпать грунтом. Но к основанию орхидеи должен поступать воздух. Вот такая посадка получилась. Вы видели, что при посадке керамзит был влажный, кора сухая. Корни у орхидеи были и влажные, и сухие. Те, что были в грунте, они влажные, недавно политые. Но в любом случае, после посадки орхидеи, поливать ее нужно только через пару дней. Но если полностью мокрые корни, то мы ждем, пока они просохнут. А если вот в таком состоянии корни, они просохнут буквально через пару дней. Еще нужно учитывать то, что если мы вдруг поранили корни при пересадке, не заметили этого, то за 2 дня орхидея всегда сама себя вылечит и затянет эти ранки. Тогда можно безболезненно для орхидеи ее поливать, никакая патогенная микрофлора в корни не проникнет. Орхидеи очень самодостаточные, они умеют себя лечить, как, впрочем, и выращивать от пенька новые орхидеи. Вот такая чудесная детка, понаблюдаем за ней дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы она выросла и зацвела, потому что это Big Lip лунная серенада. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.